Все мы знаем заведения TGI Fridays и знаем их, скорее всего, как достаточно прозаическую сеть средней руки. Люди постарше, которые в сознательном возрасте застали 90-е, могут вспомнить, что первый московский Fridays на Новом Арбате, наоборот, был супермодным местом для богатых и успешных. Но в целом репутации легенды у этого бренда нет. И очень зря. Более полувека назад он совершил революцию в барной культуре, да и в целом поменял сами основы американского образа жизни. От небольшого нью-йоркского бара для одиноких женщин Fridays в свое время дорос до громадной сети из 1000 ресторанов в 50 странах мира. За его стойкой были воспитаны целые поколения барменов, многие из которых потом стали знамениты и даже попали в книгу рекордов Гиннесса. Во Fridays учили смешивать коктейли даже Тома Круза. В итоге дошло до того, что представители бренда всерьез лоббировали включение барменского жонглирования в программу Олимпийских игр. А началось все с того, что простой парень из Нью-Йорка очень хотел познакомиться с какой-нибудь симпатичной стюардессой. Сам формат бара изначально появился в Америке, но еще сравнительно недавно, в середине 20 века, с барами там было не очень. То есть они существовали, но стандартом считалось грязноватое и мрачноватое заведение, где суровые мужики глушат виски и спорят про спорт и политику. Женщин туда не то что не пускали, а просто никакой нормальной женщине не пришло бы в голову добровольно в такое место зайти. Но ходить куда-нибудь женщинам уже хотелось. На 1960-е годы пришлась вторая волна борьбы феминисток за свои права. Женщины начали массово отказываться от роли домохозяек и требовали равных прав с мужчинами не только в работе, но и в развлечениях и в отношениях. Теперь они хотели сами выбирать себе мужчин и совсем не обязательно собирались замуж. В это время продавец парфюма по имени Алан Стилман спокойно жил в Нью-Йорке, в Манхэттенском районе Верхний Ист-Сайд. Относительно недалеко находился аэропорт Лагуардия, и в результате по округе вечерами бродили толпы очаровательных стюардесс. Авиакомпании селили их между рейсами где-то в окрестностях, по 5-6 девиц в одной квартире. Всем им хотелось где-нибудь выпить, расслабиться, может быть, познакомиться с красивым парнем, но такого места просто не существовало. Стартовый капитал составил $10 000. $5000 Стилман скопил сам. 5 занял у матери. На эти деньги он выкупил классический бар с дешевым пивом и омерзительной едой, куда ходил сам, и все там переделал. Фасад покрасили в нежно-голубой цвет и приделали к нему яркие полотняные навесы. Внутри поставили симпатичную деревянную мебель, повесили фотографии в рамках, положили деревянные полы, на столы поставили поддельные лампы Тиффани. В общем, создали уют. Свободное пространство заполнял папоротник, который стоял у стен в катках и свисал с потолка. В честь него подобные места потом получат в обиходе название «Ферн-бар». Официантов набрали из молодых людей спортивного вида и одели в яркие футбольные джерси. Меню тоже было новаторское для баров тех лет. Бургеры, картошка фри и сладкие коктейли типа пина-колады. Новый бар назвали «Thank God It's Friday». В вольном переводе «Слава тебе, Господи! Наконец-то пятница!» А в сокращенном виде, по первым буквам, TGI Fridays. Это был мгновенный и абсолютный хит. Прошла неделя, и в заведение уже ломилась такая толпа, что Стилману пришлось сначала выставлять перед входом бархатные ограждения, как у кинотеатра, а потом просить в полиции, чтобы ему одолжили постового. Каждые выходные у дверей Fridays стояла длинная очередь. Это была, скорее всего, первая очередь в бар в истории Америки. Но потрясало даже не это, а тот факт, что шли во Fridays исключительно женщины. Наконец-то они могли сделать то, что веками делали мужчины – спокойно выпить после работы. За первый год работы Fridays принес своему создателю $1 000 $. Стилман случайно изобрел новый формат. Бар для знакомств, Тиндер своего времени. Он идеально попал в эпоху. Ну и как общепит, Fridays можно считать достаточно прорывным. Например, там придумали счастливые часы и женские ночи. Там популяризовали коктейли и сделали их доступными для широкой публики.
Символом TGI стал Long Island Iced Tea. Ходит даже устойчивая легенда, что его изобрели именно во Фрайдис, хотя это не так. Зато изобрели много другого. Например, там впервые поставили в баре полноценную кухню. Не закуски к алкоголю, как раньше, а национальные американские хиты типа ребер, острых куриных крыльев и луковых колец. Друзья, очень короткая информация. Я держу в руках новый номер журнала «Чтиво». Он посвящен чудесам. Ну, смотрите, верить в разного рода потусторонние вещи — это в каком-то смысле часть нашего менталитета. Просто верим по-разному. Этим номером мы, например, объяснили, зачем плюем через левое плечо, зачем смотримся в зеркало, если приходится возвращаться домой. Мы сходили на встречу контактеров, то есть людей, которые видели пришельцев. И, наконец, выяснили, как правильно использовать хрустальный шар или воронье перо. Герой нашей новой обложки Дмитрий Журавлев, соведущий шоу «Натальная карта». Дима вырос в деревне, где принято каледовать на Рождество, а разного рода проблема решается с помощью бабок. Не денег, в смысле, а бабок, которые заговаривают. И вышел у нас вообще очень интересный разговор о том, как в наших головах живут самые разные поверья и традиции. Предзаказ на Озоне открыт с сегодняшнего дня. Вы можете предзаказать номер по ссылке в описании профиля. Ну а дальше к теме выпуска. Фрайдис остался бы нью-йоркской легендой, если бы Стилман не решил взять пример с Макдональдса и не начал делать из удачного бренда полноценную франшизу. Компания поставила себе цель захватить Америку. По крайней мере, в том, что касается социальной жизни белых воротничков. Первый ресторан по этой схеме открылся в Мемфисе в 1970-м. Это было место в чем-то даже более знаменитое, чем нью-йоркское. По выражению участника местной рок-группы Big Star, там собирались все любители всякого беспредела. После Мемфиса открылись точки в Нэшвилле и Литл-Роке. К этому моменту Стилман понял, что на управление общенациональной сетью его банально не хватит, и передал права на региональные заведения своему партнеру Дэну Скогину. Тот в 1972-м для начала открыл большой ресторан в техасском Далласе. Костяк завсегдатаев там сложился из представителей местной нефтянки и игроков команды Dallas Cowboys. И атмосфера была еще безумнее, чем в Мемфисе. Например, такая история. К бару подъезжает машина скорой помощи. Из нее вылезают два человека в костюмах горилл и бросаются прямо в толпу. С этим сюжетом далласский Фрайдис даже попал в 1973-м на странице Newsweek в сенсационный репортаж о феномене одинокой молодежи, которая впервые в истории страны не спешит жениться. На открытие Фрайдис в Хьюстоне в том же 1973-м были приглашены астронавты во главе с покорителем Луны Аланом Шепардом. Это уже был успех национального масштаба. Газеты шутили, что Фрайдис готовится к экспансии в космос. В 1975 году основатели бренда продают его компании Carlson Companies, которая до этого была совладельцем гостиниц Рэдисон. Стилман сохранил за собой первое нью-йоркское заведение, но к остальной сети отношения уже не имел. А вот Скогин стал генеральным директором и начал выстраивать собственную систему, которая отличала TGI от всего остального фастфуда. Именно он ввел красно-белые полосатые рубашки и подтяжки официантов. Каждому сотруднику за трудовые успехи выдавали разнообразные значки, людей отбирали строго и непрерывно тестировали на знание рецептов, подачи и скриптов общения с клиентами. Так как в центре всего по-прежнему стоял именно бар, самые высокие требования предъявлялись к барменам. Лучшие официанты получали право отработать 9 изнурительных месяцев помощником бармена, а потом сдать экзамен, когда открывалась вакансия. Им надо было выучить наизусть 300 или 400 коктейлей и уметь разливать их с абсолютной точностью. Программа тренировок занимала 6 недель и включала в том числе стажировку в разных точках сети. Регулярно устраивались внутренние соревнования. Из них потом вырос чемпионат мира среди барменов на десятки тысяч участников. Во многом именно Фрайдис как бренд сделал эту профессию престижной и востребованной. На должности барменов там стояла длинная очередь, что абсолютно неудивительно, если учесть, что обычный бармен мог заработать от 300 до 500 долларов чаевых за смену при средней стоимости коктейля около $1. В
В 1988-м барменов воспели в фильме «Коктейль». Тома Круза, который там играет, учил смешивать напитки как раз чемпион TGI Джон Бенди. После «Коктейля» работа за барной стойкой стала ассоциироваться с флейрингом, виртуозным жонглированием бутылками и шейкерами, что во Фрайдис всегда делали мастерски. Сеть непрерывно расширялась. Это были уже не модные бары для молодых япи. Точки Фрайдис повзрослели вместе со своими клиентами и превратились в заведения, где средний класс мог без пафоса посидеть с друзьями или коллегами. Бренд оккупировал незанятую на тот момент нишу между фастфудом и ресторанами. Демократично, но при этом достаточно респектабельно. В этом качестве Фрайдис где только не фигурирует. От клана Сопрано до Симпсонов. В 90-е начинается международная экспансия TGI Fridays по всему миру. Рестораны по франчайзинговой схеме открываются в Европе, Азии и Южной Америке. В России первый Fridays появляется в 1997-м на Новом Арбате и превращается в модное светское место. Многие состоятельные москвичи именно тут впервые в жизни пробуют стейк и настоящий виски. В начале нулевых особенно модной становится заведение TGI в аэропорту Шереметьево-2. Ну а дальше рестораны Fridays открываются по всей стране. К 2008 году сеть достигает пика. 600 ресторанов в одних только Соединенных Штатах. $2 миллиарда выручки. Осенью 2009-го лондонский Fridays бьет по недельной выручке исторический рекорд. Но уже в начале 2010-х у легендарного бренда начинаются первые проблемы. В каком-то смысле он становится заложником своего успеха. Во Fridays фактически изобрели формат гриль-бара и продвигали его настолько хорошо, что в конце концов эти гриль-бары начали появляться на каждом углу. По следам бренда всю дорогу шли сети-подражатели. Либо прямые клоны, либо настоящий фастфуд, который постепенно учился делать блюда из своего меню не такими позорными. Ну а средний класс в это время переезжал в рестораны. Во Fridays его научили пить неплохое вино, но делать это в цветастом интерьере с допотопной мебелью теперь было как-то даже неприлично. В 2013-м по итогам масштабных проверок выяснилось, что с качеством тоже начались проблемы. Во Fridays нашли дешевый алкоголь вместо дорогого и не самые качественные продукты на кухне. Бренд даже решился на ребрендинг. Логотип обновили, интерьеры ресторанов поменяли. Проблемы это не решило. В какой-то момент сотрудники сети даже подали на свое руководство в суд, требуя выплатить долги по зарплате. Крах наступил только в 2024-м. Только в Америке закрылось 50 точек. Ресторанные критики писали, что время демократичных ресторанов-дайнеров, видимо, кончилось навсегда. В сентябре 2024 года компания перешла под внешнее управление и 2 месяца спустя подала заявление о банкротстве. Часть ресторанов закрылась, часть выкупили франчайзи. Так что бренд не погиб совсем. В Америке работает около 100 точек, в Англии 49. Целых 10 штук есть в Москве. Ресторан в Дубае по какой-то загадочной причине продолжает пользоваться популярностью у богатой публики и относится скорее к премиальному сегменту. Но в целом эпоха, конечно, закончилась. Ну а Алан Стилман исполнил свою мечту. Про этого человека нет даже отдельной статьи в Википедии. Зато он заработал кучу денег и в свое время познакомился с огромным количеством красивых и одиноких молодых женщин. В интервью 2010 года он признался, что все 90-е его основным подкатом была фраза «Коктейль видели? Том Круз там меня играет». Дальше Стилман глубокомысленно добавляет: «Вот кто-нибудь может мне сказать, почему женщины хотят встречаться с барменами? Я так этого не понял и, наверное, уже никогда не пойму».